Ассаляму алейкум, дорогие друзья! Сегодня мы раскроем тайну, которую столетия скрывали пыльные архивы и шептали лишь строки древних стихов. Кто те женщины, что стояли за великими персидскими поэтами, чьи имена стерло время, но чьи образы навсегда вплелись в поэзию? Приготовьтесь, мы заглянем туда, где факты встречаются с легендами. Представьте, средневековый Восток. Женщины редко попадают в летописи. Их имена заменяют метафорой, а биографии прячут за узорами ковров. Но кое-что архивные сводки Шираза, Коньи и Тегерана все же сохранили. Начнем с Джалаладдина Руми. В архивах турецкой Коньи нашли записи о его первом браке. Невесту звали, увы, имя не указано, дочь местного шейха, чей статус был важнее личности. Но историки уверены, именно ранние браки Руми стали основой его учения о любви как пути к Богу. Возможно, та женщина научила его, что земная страсть – лишь отблеск божественного света. А теперь Хафиз Ширази, чьи газели сравнивают с вином. В архивах Шираза нашли манускрипт, где говорится о жене-вдохновительнице. Народная молва окрестила ее Дюйшах – цветок короны. Но ученые предупреждают – это поздняя легенда. Скорее всего, Хафиз воспевал не реальную женщину, а идеал, ту самую возлюбленную, которая в суфизме олицетворяет Всевышнего. Саади Ширази, автор Гулистана, в тибризских рукописях упоминает жену с царственным именем Шахиншах. Но профессор Реза Сафави разгадал загадку. Это не человек, а символ. Шахиншах – мудрость, которую Саади ставил выше любых земных уз. А что Фирдауси, создатель Шехнаме? В тегеранских архивах нашли пометку каллиграфа 17 века. Жену поэта звали Роза. Красиво, но в X веке такие имена давали редко. Скорее, это метафора, как роза, ее образ расцвел в эпосе, напоминая о хрупкости и вечной красоте. Самый трогательный случай – Низами Гянджеви. Багдадские хроники сохранили имя его первой жены – Афак. Она умерла молодой, и ее смерть стала толчком к поэме «Лейли и Маджнун». Как писал азербайджанский ученый Рамис Аббаслы, личная трагедия переплавилась в историю любви, что сильнее смерти. Ответ прост. В те времена частная жизнь, особенно женская, не считалась достойной записи. Брачные договоры фиксировали статус, а не имена. Поэты же превращали реальность в символы. Жена Руми стала отражением Бога, страсть Хафиза – мистическим диалогом. Но давайте честно, без этих женщин не было бы ни Маснави, ни Лейли и Маджнун. Они невидимые нити, связывающие землю и небо. Как сказал Низами, сердце, не знавшее боли, не споет песню. Откроем архивы Бухары. Здесь сохранилась рукопись XIII века, рассказывающая о матери Руми, Мумине Хатун. Ее называли «женщиной, чья мудрость освещала путь сыну». Именно она научила юного Джалаладдина видеть Бога не только в молитвах, но и в каждом мгновении жизни. Когда Руми писал «Любовь – это мост между небом и землей», возможно, он вспоминал ее слова. А в Исфахане нашли дневник современника Хафиза, где упоминается его сестра Нигара. Она, вопреки традициям, обучалась каллиграфии и тайно писала стихи. Могла ли ее смелость повлиять на брата, воспевавшего свободу духа? Архивы не дают ответа, но в одной из газелей есть намек: «Сестра моей души, твои чернила – это крылья, на которых летит моя песня». Перенесемся в Герат, сердце тимуридского возрождения. Здесь правил поэт и мистик Абдурахман Джами. В архивах города сохранился указ его жены Зейнаб Хатун. Она управляла библиотекой, спонсировала строительство медресе и писала стихи под псевдонимом. Ее строки, найденные в сборнике XV века, поражают смелостью. «Если мир не дает мне трон, я построю его из книг». Историки полагают, что Джами посвятил ей поэму «Юсуф и Зулейха», где Зулейха не просто возлюбленная, а мудрая правительница. А в Самарканде в XX веке обнаружили письма жены поэта Алишера Наваи, Дильшат Бегим. Она не только вдохновляла мужа, но и вела дипломатическую переписку с соседними государствами. В одном из писем она пишет: «Слова Наваи – меч, а мои слова – щит, что защищает его правду». В архивах Тебриза нашли записи о судьбе жены поэта Низами Гянджеви, Афак. Ранняя смерть жены
Это не конец истории. Оказывается, Афак была дочерью армянского князя, и их брак стал мостом между культурами. В ее личной переписке, перевод хранится в Национальной библиотеке Тегерана, есть строки: «Мой народ называет любовь сэр, твой ишк, но разве огонь в груди не один и тот же?» А в Ширазе раскопали историю, которую столетия скрывали. Жена Саадии, упомянутая в летописях как Шахиншах, была бывшей рабыней. Он выкупил ее, дал образование, а позже она стала его главным редактором. Современники писали: она правит его стихами, как султан империи. Архивы Бухары, Герата, Тебриза и других городов напоминают: за великими поэтами стояли не тени, а сильные женщины. Они ломали стереотипы, спасали рукописи от забвения и доказывали, что даже в эпоху, когда женский голос был тишиной за занавесом, они могли менять историю. Как писал Джами, слова — это ключи, и некоторые ключи способны открыть не двери, а целые миры. Эти женщины были кузнецами таких ключей. Если ваши сердца зажглись, как страницы древних манускриптов, поддержите нас лайком и подпиской. Напишите в комментариях, хотите ли вы услышать историю дочери Хафиза, которая стала первой женщиной-каллиграфом Персии, или раскрыть тайну потерянной поэтессы из Самарканда. Архивы — это не пыль прошлого, это зеркало, в котором мы видим себя. Оставайтесь с нами, чтобы заглянуть в него глубже. Закат, что в сердце Хафиза горит, твое имя ветер, что в стихи растут. Но архивный свод о тебе молчит. О, тень вечности, чьи следы чернила на пергаменте. Ты роза Фирдауси, что расцвела в запретном свете. Мы ищем тебя в пыли веков, в узорах древних строк. Ты голос, что поэтам пел, когда замолк восток. Твой смех, как звон незами в ночи, твоя боль